Добрый день, мои хорошие! Вы на канале Светланы Лосевой, и это канал о вязании. Сегодня я хочу вам предложить связать вот такой шикарнейший ажурный топ, такой оригинальной трапециидальной формы и, в общем-то, весьма-весьма простым, но эффектным узорчиком. Узор у нас сочетает ажуры и вытянутые такие петли красивые. Топ у нас без рукавчика совсем, да, с глубоким вырезом горловины и вяжется такого среднего уровня мастерства. Понадобится мастерице, чтобы связать такой топ. Как всегда, в моем мастер-классе сегодняшнем будет присутствовать расчеты, и мы будем составлять описание на 6 размеров. Удлиненный такой крой, я думаю, подойдет многим женщинам разной комплекции. В принципе, на лето, на жару это самое, что ни на есть, изумительная вещь. Дорогие рукодельницы, я очень рада, что вы зашли на мой канал. Если вы впервые на моем канале, пожалуйста, не забудьте подписаться. На моем канале много интересных мастер-классов по вязанию спицами и крючком, и их будет еще больше. Вы будете узнавать о новинках моего канала сразу же. Не забудьте поставить лайк под видео, это поднятый вверх пальчик. Ваши лайки повышают рейтинг видео, и это не пустые слова. И к тому же, так видео попадает в вашу папочку понравившихся, и вы никогда его больше не потеряете. Для вязания этого топа я выбрал пряжу Yarn Jeans. 55% хлопок, 45% полиакрил, цвет 65 и 50 грамм у нас получается 160 метров. Хорошая пряжа, хорошие скрутки. Посмотрите, какая ниточка средней толщины. Спицы будем использовать 3,5. И вот так выглядит наш узор. Здесь всего один раппорт, девочки. Ажурная, красивая вязка. У нас будут вот эти красивые треугольнички ажурные сочетаться с вытянутыми петельками и платочной вязкой. Видите, да? Вытянутые такие петельки. Здесь это хорошо заметно. Очень красиво, эффектно смотрится вся эта совместная конструкция. Вот. И, в общем-то, создает такое ощущение какого-то... Очень приятный узор, вяжется легко, довольно это сочетание ажура с вытянутыми петлями, сочетание ажурного узора с такими вытянутыми петлями. Я думаю, что это неубиваемое такое сочетание, которое будет пользоваться во все времена. Очень хороший, красивый эффект дает вот эти вытянутые петельки. Ну, здесь у нас резиночка идет 1 на 1 еще по низу, да. Ну, в общем, вот эти петельки, они будут очень эффектно смотреться. Сами вы видели, да, в топике очень красиво смотрится. Платочная вязка. Ну, здорово придумано, что тут скажешь. Дизайнер поработал на славу. Итак, давайте посмотрим схему этого замечательного узора. Вот такая схемочка у нас с вами будет использоваться в сегодняшнем мастер-классе. Будем по ней вязать. Обращаю ваше внимание, что у нас раппорт составляет 12 петель в ширину и 36 рядов в высоту. Очень простые, особенно вот первая часть узора, очень простые элементы. Платочную вязку мы сочетаем с вытянутыми петельками, которые довольно просто вяжутся. Провяжем с вами каждый ряд, поэтому я думаю, что никаких сложностей у вас этот узор не вызовет. И вторая часть у нас идет чисто такой ажур. В общем-то, условно как бы, да, разделить этот узор можно на 2 части. Условные обозначения у вас будут, поэтому я их сейчас даже не буду говорить. Сейчас я ее вот так вам сделаю. Кому нужно, делайте скрин экрана. Так, и теперь по поводу выкройки. Выкроечка у нас вот такая. Уместилась идеально, да? Смотрите, у нас будет сегодня использоваться в описании 42-44 размер, 46-48 размер и 50-52 размер. Как я уже говорила, в виде трапеции у нас идет с вами моделька, выкройка. Здесь у нас идет с вами
глубокая довольно пройма, глубокий вырез горловины по переду. Но топ есть топ. И длина у него, он слегка удлиненный, да, под шорты, под брюки очень будет эффектно смотреться. Так, ну и давайте про описание. Как всегда, вот такое описание было составлено нами сообща сегодня в процессе этого мастер-класса. Сейчас вы уже видите результат, как говорят, на лицо. Общий расход пряжи у нас 350-450 грамм в зависимости от размера. Ну, состав вы уже видели. Спицы мы используем 3,5 и круговые спицы для обвязки. Даже можно посоветовать вам не 3,5, а можно троечку взять поменьше. Так, и плотность вязания мы с вами определяем в процессе. Я не буду, конечно, об этом сейчас говорить в сегодняшнем мастер-классе. Оно у нас определяется. И вот эти все наборные вот эти петли, сколько петелечек набрать, как мы будем распределять узорчики, я тоже подробно сегодня вам расскажу, нарисую схематично. Смотрите, девочки, внимательно мастер-класс до конца. В конце видео мы, как всегда, разбираем попетельно расположение узоров, сколько петель приходится на вырез горловины, сколько петель приходится на пройму, сколько петель придется на плечи останется, да, то есть все подробно, что такое вертикальная плотность и зачем мы ее вообще считаем и применяем, я тоже рассказываю, девочки. Поэтому не пропустите важные моменты для себя, особенно если у вас не очень много опыта, или вы впервые на моем канале, впервые смотрите этот мастер-класс. Как бы я в каждом мастер-классе доступным языком пытаюсь вам изложить вот эти вот азы построения, описания для, в принципе, теория эта приемлема для любого вязаного джемпера, вязаного топа и так далее, да, блузы. Так, ну не будем с вами долго говорить. Все это описание будет у вас выложено под видео. Так, и, в общем-то, сами вы воспользуетесь и почитаете. Давайте сейчас с вами приступим к вязанию образца. Для вязания образца набираем 39 петель, девочки. Это я только набрала, хочу, чтобы потренироваться вязать этот узорчик. Вы можете, в принципе, набрать сколько хотите петель. Кратное у нас 12 раппорт, плюс 1 петля для симметрии. Показывать я буду вам один раппорт, как вязать. Но для наглядности решила сразу 3 раппорта по 12 петель. Так. Ну и, конечно, 2 кромочные еще. Начинаю вязать первый ряд узора. Первый кромочный я всегда провязываю лицевой. Вяжем лицевая, изнаночная. Лицевая, изнаночная. Лицевая, изнаночная. Лицевая, изнаночная. Лицевая, изнаночная. Так, сколько мы уже провязали? Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Опять лицевая, изнаночная, 12. Итак, связали раппорт узора. Далее повторяем раппорт. И завершаем ряд изнаночной петлей для симметрии. По схеме, вот она у нас крайняя изнаночная. И кромочные тоже вяжем изнаночные. Далее, второй ряд мы вяжем, как смотрят петли. Третий и четвертый ряд вяжем платочной вязкой. То есть все петли лицевые. Раз лицевая, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 и так далее. Продолжаем. Четвертый ряд вяжем тоже платочной вязкой, то есть тоже все петельки лицевые у нас идут. До конца ряда вяжем. Итак, пятый ряд у нас с вами. Следующим образом вяжем. Вяжем лицевая,
накид, лицевая, накид, лицевая, накид, лицевая, накид, лицевая, накид, лицевая, накид. И так до конца ряда. Лицевая, накид, лицевая, накид. Вяжем до конца ряда. Крайнюю петлю для симметрии вяжем изнаночной. Так, и смотрите, 6-й ряд у нас идет следующим образом. Первую петлю сняли, крайнюю провязали лицевой, накид спустили, вяжем лицевую петлю. Опять накид спускаем, лицевая, 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 накид спускаем, лицевая. Видите, вытянутые петельки получаются. Вяжем так, девочки, до конца. Накид спускаем, лицевая. Вяжем до конца ряда. 7 и 8 ряд у нас платочная вязка, то есть все петли лицевые. Вяжем 7 ряд, все лицевые петельки. И 8 также, все лицевые. Видите, какие у нас длинные петельки получаются. Как я и сказала, 8 ряд вяжем тоже лицевыми петельками. У нас платочная вязка получается. 2 ряда. Вяжем до конца. Итак, 9 ряд у нас с вами. Вяжем, мы уже так вязали, опять лицевая, накид, лицевая, накид, лицевая, накид, лицевая, накид, лицевая, накид. Девочки, накид можете вязать как привыкли, это собственно. Итак, девочки, до конца ряда не забываем, что крайняя петля у нас провязывается изнаночной. 10 ряд вяжем следующим образом. Первый у нас идет петля крайняя изнаночная. И далее мы вяжем, спускаем накид, вяжем лицевая. Спускаем накид, лицевая. Спускаем накид, лицевая. Спускаем накид, лицевая. Спускаем накид, лицевая. И так до конца ряда вяжем. Продолжаем. 11-12 ряды у нас с вами опять платочная вязка. То есть все петли лицевые. Вот 11 ряд вяжем все петли лицевые. До конца ряда вяжем так. Крайнюю петлю по схеме, ту, которая для симметрии, провязываем изнаночной. Не забываем про это. А так все петли лицевые вяжем. 12 ряд у нас, как я уже говорила, тоже лицевые петельки. Платочная вязка. Так вяжем до конца ряда. 13 ряд. Снова будут у нас лицевые с накидами. Первую петельку снимаем, вяжем лицевая, накид. Опять лицевая, накид, лицевая, накид, лицевая, накид, лицевая, накид. И так, девочки, до конца ряда вяжем. Продолжаем. В 14 ряду накиды спускаем. То есть вяжем лицевая, накид спускаем, да? Лицевая, спускаем накид, опять лицевая, накид спускаем, лицевая, накид спускаем, лицевая, накид спускаем. Так, девочки, до конца ряда вяжем, чтобы петельки у нас с вами получались длинненькие такие. Видите, какие длинненькие получаются петельки. 15 ряд у нас все петли лицевые вяжутся. Кромочно сняли, вяжем лицевые петельки. До конца ряда вяжем лицевые петельки. Шестнадцатый ряд вяжем
как смотрят петли, то есть все петли будут у нас изнаночные, видите? У нас же изнаночные на нас смотрят, значит, мы будем вязать все петли изнаночные. Продолжаем. 17 ряд, тоже все петли лицевые. Вяжем. Вяжем до конца так ряда. В 18 ряд вяжем все петли изнаночными. Так, это у нас была крайняя петля. Мы ее провяжем все петли изнаночные, все до одной. Вяжем так до конца ряда. 19 и 20 ряды у нас будут платочная вязка вязаться. То есть сейчас мы в 19 ряду вяжем все петли лицевые. И 20 ряд тоже все петли будут лицевые. Итак, вяжем до конца ряда все петли лицевые. 20 ряд вяжем, как я уже сказала, лицевыми петлями. Вяжем лицевые петли. До конца ряда так вяжем, девочки. Первая петля идет изнаночная, лицевая, делаем накид и 2 вместе лицевой с наклоном влево. Затем идут 5 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5. И 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Я вяжу бабушкин петли, я вот так петельки меняю местами. У меня вторая поверх первой. А вы вяжите, как вам удобно, как вы привыкли вязать эти элементы. То есть 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Да? Связали. Далее делаем накид, лицевая. И смотрите, в крайняя петля у нас, когда будет вязаться изнаночная. А сейчас мы будем повторять раппорт. После лицевой опять идет изнаночная, повтор раппорта начался. Опять лицевая. Значит, начался новый раппорт. Изнаночная, лицевая, накид. 2 вместе лицевой с наклоном влево. 5 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5. 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Накид, лицевая. Связали второй раппорт. Повторяем третий раппорт. У нас опять идет изнаночная, лицевая, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 5 лицевых, 1, 2, 3, 4, 5, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, лицевая, и вот эта петля для симметрии вяжется изнаночной. Она у нас уже за раппортом идет. Кромочную вяжем тоже изнаночной. Итак, 22 ряд и все последующие четные изнаночные ряды будем вязать, как смотрят петли, накиды провязываем изнаночными. Вяжем 23 ряд. Вяжем раппорт. Первый у нас идет изнаночная, 2 лицевые, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 3 лицевые по центру, 1, 2, 3, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 2 лицевые. Связали раппорт узора, повторяем раппорт. Я дальше, девочки, показывать не буду, но то же самое в конце для симметрии вяжется одна изнаночная петля. 25 ряд вяжем. Первая изнаночная, 3 лицевые, 1, 2, 3, делаем накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, по центру лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид,
3 лицевые. Раз, два, три. Связали раппорт узора, повторяем раппорт. 27 ряд вяжем. Первая идет у нас изнаночная, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 2 лицевые, накид, 3 вместе лицевой с выделением центральной петли. Я меняю первые и вторые петли местами. Первая за работой, вторая поверх накидывается, и я вяжу все 3 вместе лицевой одной. Делаем накид, 2 лицевые, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, связали раппорт узора, повторяем раппорт. 29 ряд. Первая изнаночная, лицевая, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 5 лицевых по центру. Раз, два, 3, 4, 5. 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, лицевая. Связали раппорт, повторяем раппорт. 31 ряд вяжем. Первая будет у нас, как всегда, изнаночная. 2 лицевые, раз, два, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 3 лицевые по центру, раз, два, 3, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 2 лицевые. Связали раппорт и повторяем его. У нас с вами 33 ряд. Вяжем раппорт. Изнаночная, 3 лицевые, раз, два, 3, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид и 3 лицевые, раз, два, 3. Связали раппорт, повторяем раппорт. У нас с вами 35 ряд, и мы вяжем его. Кромочную сняли, вяжем изнаночная петля, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 2 лицевые, и по центру вяжем накид, 3 вместе лицевой с выделением центральной петли. Первую, вторую петельки я меняю местами, вторая накидывается поверх первой. Вяжем 3 вместе лицевой, накид, 2 лицевые, 2 вместе лицевой с наклоном вправо и накид. Связали раппорт. Узора повторяем раппорт. Итак, мы с вами связали уже полный раппорт узора. Смотрите, с 1 по 36 ряд мы будем вязать только первый раз, а затем повтор раппорта будет с 3 по 36 ряд, девочки. Видите, каким образом обращаю на это внимание. И вот так выглядит наш с вами раппорт. Вот так выглядит наш с вами узор, полностью связанный от начала до конца. Теперь, значит, с 3 ряда повторяем. Очень красивый узор. Давайте с вами сделаем влажную тепловую обработку образца и рассчитаем плотность. Горячим паром, девочки, вот так воздействуем на образец наш. Делаем его влажным, податливым и тянем. Тянем в разные стороны. И в ширину, и в длину. Не переживайте, что он там перетянется. Он не перетянется. Когда высохнет, он станет таким, каким ему и положено быть в процессе носки. Еще раз. Еще раз тянем. Выпрямляем ровно. Укладываем красоту нашу. И пусть сохнет. Девочки, измеряем ширину образца.
Итак, прикладываем линейку. Вот у меня 21 сантиметр получается, да? Давайте вот здесь еще померяем. 21 тоже. Ну, 21 сантиметр ширина получается. Так, и давайте еще высоту померяем. Высота у меня 17 сантиметров. Итак, мы набирали с вами 39 петель. Я набирала 39, делим на 21 сантиметр. Итак, у нас получается с вами плотность 1,85. Я запишу в одном сантиметре 1,85 петель. Теперь считаем вертикальную плотность. Итак, у нас с вами участвует в образце 36 рядов. И это составляет, мы делим на 17 сантиметров. Получаем плотность по вертикали 2,1. И сейчас запишем в одном сантиметре 2,1 ряда. И это у нас получилась плотность по вертикали. Это по горизонтали, а это по вертикали. Теперь нам понадобится для дальнейших расчетов выкройка. Вот такая выкройка, девочки, будет у нас с вами использоваться. На 6 размеров будет описание сейчас составляться. Значит, смотрите внимательно. У нас с вами это удлиненный такой топ. И будет он у нас трапеции. Вот здесь будет немного убавки идти. 5 петелечек убавлять будем с каждого бока. Итак, начинаем, конечно, с того, что определяем, сколько петель по низу. Набираем наперед и спинку. Они у нас вяжутся одинаково, различаются только глубиной выреза горловины. И давайте с вами посмотрим на нашу плотность, которую мы с вами определили. В одном сантиметре 1,85 петли. Умножаем с вами ширину по низу в сантиметрах. Половинчатые размеры идут, поэтому смотрите. Значит, 47 сантиметров на 42, 44 размер у нас идет по низу. И мы умножаем на плотность 1,85. Получаем 87 петель. Ну, округляем в сторону большего, да, 87 петель. Второй размер у нас идет 54 сантиметра, также на 1,85 плотность. Будет у нас 99. Ну, не 100, надо, чтобы было нечетное число, поэтому будет остановимся на 99 петельках. И третий размер у нас 60 сантиметров по низу умножить на плотность 1,85. Это будет 111 петель. Запишем. Так, теперь распределяем узоры. Обращаем наше внимание на нашу 12 петель раппорт у нас был в ширину. И, соответственно, в ширину делим наши 87 петель для первого размера, делим на 12 петель, число петель в раппорте, и получаем целое число 7. То есть нам надо, чтобы было 7 целых раппортов. Да? 7 умножим на 12, это будет 84 петли, плюс 1 петля у нас с вами для симметрии добавляется, да? И плюс 2 кромочные. Получаем как раз то, что нам надо, 87 петель. Схематично могу вам вот таким образом изобразить, как это будет выглядеть в наборном ряде. Представьте, что это ваш наборный ряд, и у вас 7 раппортов идет. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. По 12 петель вяжем. Начинаем, соответственно, с кромочной. 1 кромочная справа у нас и 1 кромочная слева. И здесь с левой стороны, как мы и вязали с вами, у нас будет 1 петля. Она у нас все время изнаночная будет. Для симметрии, видите, по схеме она идет за раппортом слева. Вот ее вы будете все время вязать. Так, и соответственно вот так у нас выглядит наш наборный ряд распределения узоров. Теперь второй размер смотрим. 99 петель поделим на 12 петель, число петель в раппорте. Получаем 8 целых раппортов. Это то же самое распределение, только вместо 7 раппортов у вас, девочки, будет 8
раппортов по 12 петель. Одна петля будет слева для симметрии и, соответственно, 2 кромочные. Да? Теперь для третьего размера 111 петелек делим на 12 число петель в раппорте. Получаем с вами 9 раппортов целых. У нас будет по 12 петель, одна петля для симметрии. То есть 9 умножить на 12 это 108. Плюс одна петля для симметрии слева. И плюс 2 кромочные. Получаем то, что нам надо, 111 петелек. Следующий момент. Давайте с вами теперь обратим внимание на вырез горловины, пройму рукавчика и сколько петель подсчитаем по плечу остается. То есть все рассматриваем пока в горизонтальной плоскости по выкройке. Итак, вырез горловины стоит величина 11 сантиметров. Это половинчатый размер, то есть 22 сантиметра ширина выреза. И мы умножаем на нашу плотность 1,85. Получаем, девочки, округляем 41 петля. Я записала. Вырез горловины 41 петля у нас. Теперь далее. По пройме. Глубина проймы у нас тоже здесь разные на размеры. 5, 6 и 7. Я бы так сказала. 7,5 это круто. Так, и давайте с вами, соответственно, посчитаем. 5 сантиметров умножить на нашу плотность 1,85 на пройму будет 9 петель у нас для первого размера. Далее у нас идет 6 умножить также на 1,85 будет 11 петель для второго размера, глубина проймы. И соответственно 7 сантиметров на 1,85 13 петель пройма. Определили, да, как их последовательно закрыть. Там несложно, девочки. 3-4 петли в начале, потом убавляем там по 2 петли, да, а потом по одной, чтобы вытянуть, вот видите, такую красивую линию проймы получить. Я это все, девочки, распишу в описании подробно. Теперь далее. Сколько петель остается на плечи, тоже легко посчитать. Я не сказала про скос, который надо сделать вот здесь. Видите, трапеция у нас идет скос. Всего скос будет составлять 5 петелек. Вот. И у нас необходимо пояснение вам мне дать по поводу вертикальной плотности. Мы ее с вами определили. В 1 сантиметре 2,1 ряда у нас. Да? И у нас, значит, высота скоса получается, соответственно, смотрите, мы с вами вот эту величину 42 сантиметра должны перевести в ряды. Для этого мы с вами 42 сантиметра умножаем на нашу плотность по вертикали 2 и 1. И получаем 88 рядов. 88 рядов необходимо распределить на высоте 88 рядов, 5 петель закрыть равномерно. Делим на 5. Получаем, девочки, вот такую вот величину. Ну, скажем так, в каждом, давайте, видите, не 17, не 18, но обычно в таких случаях чередуют в каждом 17 и следующий в каждом 18 ряду идет закрытие. Но я там немного схитрила, и у нас будет немножко по-другому. Но вы имейте в виду, что можно вот так сделать, да, то есть равномерно мы распределяем, то есть в каждом 17 либо в каждом 18 ряду, чередуя, закрываем эти 5 петелек, убавляем их на всем протяжении нашего вязания. Да? Но можно еще единожды закрыть и затем, в общем-то, закрыть 4 петли более простым способом, то есть в каждом 20 ряду можно и так сделать. Выбирайте для себя, значит, тот приемлемый вариант. В принципе, результат будет один и тот же. Все равно это все будет равномерно и красиво, симметрично закрыто. Имейте в виду, не забудьте про эти 5 петелечек. Да? Так, и поэтому, значит, в итоге, вот в этой части у нас, после того, как мы с вами закроем 5 петелечек, вот в этой части, в области груди, у нас с вами будет количество петель уже не такое, как мы набирали по низу, а на 10 петель меньше. То есть 87 отнять 10, это будет 77 петель.
Затем 99 отнять 10, это будет 87 петель, да? И 111 отнять 10, это будет 101 петля. Вот здесь. И, соответственно, когда мы будем пройму закрывать, у нас с вами будет оставаться другое количество петель. Значит, давайте считать, сколько останется на плечи петелечек. 77 петель первый размер отнимаем. По пройме у нас с вами идет 9 петель, то есть 2 проймы, отнимаем 18 петель пройму и отнимаем 41 петлю вырез горловины. Получаем на 2 плеча 18 петель остается. Делим на 2, то есть каждое плечо составляет 9 петель. Я пишу 9 петель. Так, следующий у нас идет размерчик. 187 петелек по груди. Отнимаем пройму, которая будет составлять 2 проймы по 11 петель, то есть 22 петли. И отнимаем вырез горловины 41 петля. А я на 7 нажала. Давайте еще раз. Сейчас я пересчитаю. 87 отнять 22 и 87 отнять 22 и отнять 41 петля вырез горловины. Будет 24 петли. Делим на 2. На каждое плечо 12 петель придется. Так, и третий размерчик у нас идет. 101 петля. Отнять пройма. 2 проймы по 13 петель, то есть это отнять 26, да, то есть из 101 отнять 26 петель, отнять вырез горловины 41 петля, получается на каждое плечо, делим на 2, 17 петелек остается. Вот таким образом распределяем мы петельки. Ну и, конечно же, хотела бы я еще раз заострить внимание на вертикальной плотности. Девочки, не игнорируйте ее, пожалуйста. Вы видели, как мы тянули этот образец, да, тщательно. Вот смотрите, он сейчас высох, и он вот именно так будет выглядеть после стирки наше с вами вязаное полотно, да. То есть вещь после стирки обычно вытягивается. Всегда трикотажное полотно всегда вытягивается. Чтобы исключить чрезмерное вытягивание, придумали вот такое вот, ввели понятие плотности, и ее применяют очень удачно при вязании. Поэтому, когда вот у вас стоит мерка стоит до выреза горловины переда 50 сантиметров первый размер, мы обязательно эти 50 сантиметров должны перевести на нашу плотность, умножить на 2 и 1, перевести в ряды, то есть 105 рядов. Я пишу 105 рядов. Обычно четное число берется, девочки, 106 рядов я буду писать. Так. Дальше, второй размерчик, то же самое, то есть вы начнете формировать линию горловины на тех рядах, которые у вас будут в описании стоять. Не сантиметрами будете измерять, да, как мы привыкли по старинке, а именно, девочки, рядами измеряйте, пожалуйста, чтобы исключить чрезмерное вытягивание полотна. Еще раз повторяю, да, любой вертикальный размер переводите, пожалуйста, в ряды. Не ленитесь, пожалуйста. Это будет очень важно и правильное ваше решение, потому что тогда вы красивое вязаное изделие свяжете именно по тем меркам, которые планировали, именно той длины, которой хотели. Ну а так, в принципе, выкройка очень простая, да, топик у нас красивейший, узор, как вы поняли, совершенно легкий, да, очень красивый, и я думаю, что у вас при вязании этого узора не будет никаких проблем. Подробно мы с вами рассмотрели каждый ряд, да, я подробнейшим образом вам все связала и показала. Я надеюсь, что этот красивейший топ будет вашим любимым топиком на лето наступающее. Вяжите с удовольствием, мои хорошие. До новых встреч. Желаю вам удачи.